Коллеги, доброго времени суток, с вами Атлант. Сегодня поговорим про цену биткоина. Я торгую на изолированной марже по стандартным фьючерсам на бирже BinX, используя терминал TradingView. Подключить биржу очень легко. Внизу будет торговая панель. Нажимаем из списка бирж, выбираем нужную вам. Если вы не видите, нажимаем все брокеры, открывается весь список. Выбираем биржу, интересующую вас, вводим логин, пароль и работаем. Так, у нас сегодня в 16:45 будет индекс деловой активности. Ожидаю колебания в этой области. И сегодня еще будет экспирация опционов на 590 миллионов. Наиболее популярные площадки на дерби ТСМ. Там следить, наблюдать. Так, по экспирации наиболее страшный уровень для биткоина — это зона 38% Фибоначчи, район 26 500 долларов. Да, пробив этот уровень, пока ниже этого уровня это шорт приоритет, выше этого уровня лонг приоритет у нас идет. Это 15-минутный таймфрейм сейчас, да, мы смотрим. И цель выхода из этого накопления у нас как раз в район 26 169. Так, 26 200. Это цель из этого накопления. Но сейчас пошел пробой наверх. Да, Атлант у нас лонг перевернулся. Сейчас посмотрим, что здесь есть вероятность на ожиданиях пройти наверх. Но сейчас еще вернемся к этому. При пробое цены ниже 26 500, да, это такой прям серьезный момент. Есть вероятность похода к нашей старой трендовой. И район 26 тысяч 60, 26 тысяч долларов за биткоин. И если за мной наблюдали, и в прошлом обзоре, да, говорил, у нас здесь есть вот это вот накопление, было, вернее, это накопление, из которого цена вырвалась наверх. Здесь был объем, которым смогли это сманипулировать, да, в этой области. Здесь у нас было окно повышенной волатильности, цена, соответственно, раньше положенного вышла наверх. И после чего я еще говорил, что есть большая вероятность, что нас обратно потом вернут, да, в эту же область, что вы и видите, да, то, что и произошло на графике. Так, сейчас, секундочку. Следующий момент. В закрытую группу ребятам написывал. Здесь у нас Адам и Ева. Так, вот этот паттерн. Получается у нас Адам, Ева. И цели из этого накопления. Основная 26 083. Первая и вторая цель 25 964. Да, получается 25 968. 26 083. И 25 968 цели. Выход из этого накопления. Так, и давайте более ближе сейчас разберем вот этот момент, да, который у нас произошел выход вниз. Сейчас идет накопление в виде треугольника такое, но здесь тоже можно рассмотреть сейчас такой момент, что его пытаются поднять наверх. По перекупленности и перепроданности в прошлом у нас очень сильно рынок был, его тянули наверх, да, и у нас больше было перекупленных зон по Matrix Strategy. И одна перепроданность вот здесь только. То есть 5 или сколько, 6 перекупленностей. Раз, два, три, 4, 5, 6. И одна перепроданность более-менее, да, такая объемная. Атлант сейчас развернулся и закрепился. Отмена лонг сценария из вот этого накопления с целью. Это у нас 50, 61,8 по большой фибо и по малой фибо от объемов, да, где были пики от объемов. 61% это 26 900 и 27 тысяч 57. 27 тысяч 57. Это основные цели на лонг из данного накопления. Атлант у нас лонг указывает. С этих уровней можно взять, открыть лонг позицию. В этом накоплении я здесь открывал лонг, здесь открывал шорт, подставлял стоп-ордера. В лонг перезаходил, шорт у меня выбило. Здесь выбило шорт и закрепился Атлант. Поэтому больше шорт-позицию я не открывал. В данный момент открыта здесь лонг-позиция с этих уровней. И стоп подтянут. Стоп подтянул. Далее пробой ниже уровня 26 643. Отмена лонг-сценария. И если коснемся нижней трендовой этого накопления и пойдем обратно наверх, и пробивая этот уровень, вернее, пробьем этот уровень, да, и опять будем закрепляться выше, опять открывается лонг-сценарий с целями 26 200, 26 900, 26 900 и 27 057. Основная цель из этого накопления лонг — это у нас 27 39, 27 040, шорт, еще раз повторюсь, 26 200. Цена любит ровные значения, да, чаще всего притягивается к ровным значениям. Посмотрим, как это будет в этот раз. Еще раз повторюсь, в данный момент у нас Атлант показывает лонг приоритет, и пока мы торгуемся выше значения в 26 642, а лонг в приоритете. Так, еще не все. Поскольку у нас экспирация опционов
по времени, это примерно 19:00 начало, да? То есть у нас здесь, по идее, должно быть окно повышенной волатильности. Соответственно, то, что сейчас происходит, это вероятно, это предположение. У нас работа основана на вероятности, да? Есть различные математические вычисления, формулы, предположения, плюс психология. И уже от этих моментов отталкиваясь, мы понимаем, в каком направлении может двигаться цена. Но и дополняю это все атлантом. Атлант указывает путь направления движения цены. И позволяет хорошо, свободно себя чувствовать в этом мире. Более-менее свободно. Так. Только наши государства не дают свободно себя чувствовать. Вот, в общем, если сейчас брать, что это у нас пришло в расширение уровня, а у нас уже эту точку можно брать за основную, так как, смотрите, по правилу 3 свечей цена показала новый свой пик, потом следующую свечку отрисовали, показали ее минимум, следующая свечка должна была сделать ниже предыдущей, выйти ниже предыдущей, тогда подтверждение пика происходит. То есть первый уровень, да, то есть основная, это где-то пик, потом последующая свечка заканчивает свое движение, если она, например, очень вниз, да, ушла вот в эту область, здесь показалось донное значение, вернулась обратно, неважно, то есть есть донное значение. И вот нам нужно, чтобы следующая свечка или последующие свечи, когда произойдет выход ниже вот этой свечи предыдущей, ниже, когда она зайдет, тогда этот пик можно считать точкой трендовой, да, уровнем, ценовым уровнем от новой трендовой. Это правило 3 свечей. Первая есть, вторая показала свое дно, и третья, четвертая, получается, вот с этого момента, как здесь показали, перекрыли вот эту свечку. Эта часть теперь относится у нас к новой трендовой. Так, теперь следующий момент. Соответственно, берем этого внимания, да, и теперь можно посчитать и посмотреть, где у нас окно повышенной волатильности, а оно у нас как раз приходится теперь вот в эту область. Я позже сделаю расчеты, в группу скину. Подписывайтесь ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании, телеграм. Так, торгую я на бирже Binex. На изолированной марже, на стандартных фьючерсах. Кстати, этот момент позволяет мне открывать каждую позицию по отдельности. То есть у меня здесь есть и лонг открытые позиции. Сейчас посмотрим, как здесь себя цена будет вести. Сверху можно будет брать отсюда еще шорт позиции открывать. Дополнительные, но с коротким стопом. Хотя бы стоп за этот максимум. Вот сюда. Так, и как раз открытие американской сессии. Да, смотрите, как все красиво складывается. Да, у нас есть вот это накопление, открытие американской сессии. Единственное, что меня сейчас здесь смущает, это у нас лонговый паттерн. Вот этот разворотный, более-менее разворотный. Да, то есть могут еще попытка развернуться, есть. Но если здесь разворачивается, пробивает уровень 26799 и закрепляется выше. Вот синий пунктир у нас идет, а мы еще в канале в таком движемся, да? То есть здесь у нас была расторговка, провалились под этот канал. А если сейчас цена возвращается и пробивается назад в этот канал, то отмена Адама и Евы. Соответственно, открываются новые цели, да, ну, наверх. По уровню Фибоначчи это 50%, 26900. Еще раз повторюсь, 26913 и верхняя 27057, 27056, 57, вот эта область. А далее, вот здесь, нужно будет посмотреть, как цена себя будет вести, потому что если мы будем здесь закрепляться, то можем уйти более на другие верхние этажи. И даже можем прийти обратно к нашей трендовой в канале, которого мы поднимаемся, да, в канале. То есть в район 27840, 800. И из моих прошлых обзоров тоже помните, я постоянно говорю, что пока мы ниже 27 тысяч, уровень 27 тысяч и 28 тысяч, пока мы ниже 27 тысяч, у меня шорт приоритет, выше 28 лонг приоритет. Подписываемся к нам. Ссылочки в описании. Всем удачи, спасибо за внимание, пока-пока.